Вечер в дорогом ресторане проходил в привычной атмосфере роскоши и сдержанного блеска. Среди гостей за отдельным столиком сидел 37-летний бизнесмен Майкл Стоун, замкнутый миллионер с репутацией холодного и расчетливого человека. После гибели невесты несколько лет назад он полностью ушел в работу и избегал любых личных привязанностей. Его внимание неожиданно привлекли 3 7-летние девочки в одинаковых скромных платьях. Они выглядели напуганными и держались вместе, словно боялись потеряться. Почти инстинктивно они приблизились именно к Майклу, и в тот же момент он заметил в зале мужчину с тяжелым взглядом, который явно искал детей. Не до конца понимая, зачем делает это, Майкл позволил девочкам остаться рядом. Когда незнакомец попытался забрать их, уверенность и статус бизнесмена остановили его. Мужчина отступил, не рискнув продолжать при свидетелях, и вскоре покинул зал. Позже Майкл узнал, что девочек зовут Эмили, Лили и Нора. Они были тройняшками, рано потерявшими родителей и жившими у дальней родственницы, которая использовала их ради пособий и собиралась передать посторонним людям за деньги. Испугавшись, дети сбежали и случайно оказались в этом месте. Майкл впервые за много лет почувствовал, что не может остаться в стороне. Он подключил адвокатов, связался с социальными службами и временно взял девочек под опеку. Расследование подтвердило жестокое обращение, и опекунство у родственницы было изъято. Жизнь Майкла изменилась стремительно. Его дом, раньше холодный и безжизненный, наполнился детским смехом, рисунками и уютом. Он стал раньше уходить с работы, учился заботиться, слушать и быть рядом. Девочки, впервые оказавшись в безопасности, начали расцветать. Через несколько месяцев суд одобрил усыновление. Майкл официально стал отцом Эмили, Лили и Норы. Вместе с ними он обрел не только семью, но и смысл, которого ему не хватало все эти годы. Спустя год они снова вернулись в тот самый ресторан, уже как настоящая семья. Для Майкла это место стало точкой, где закончилась его пустая жизнь и началась настоящая. Иногда один случайный момент способен изменить судьбу сразу нескольких людей. И порой, спасая других, человек незаметно спасает самого себя. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.